многих из нас граффити — это спорт. Спорт в прямом смысле этого слова. Вообще, такая лепеха. Ау! Меня не поймали, меня хотели поймать. А просто на тебя за капюшон схватили. Я выругался и все. Интересный раз, когда меня охранники очень ходят так близко. Первая близость. Они вообще как-то очень, да, очень круто сделано. Я не знаю, как это сделано. И сейчас мы рисовали вот голова вот. А у них будка вот подальше, как вторая подальше, как собака считается. И то есть мы рисуем слева, так нет кого. Справа тип выходит, стоять. И мы от него такой петлю нам туда бежать. А второй, видать, как-то под вагоном, под лес, и тут рядом. Все, страшная вещь. Занимаемся этим ради получения эмоций и адреналина, которого не хватает в обычной жизни. Все, парни, нарезка. — 90% моего окружения так или иначе связаны с рисованием граффити. Попадаю в среду, не связанную с граффити: школа, спортивная секция, университет. И я никогда не говорил о своем хобби. Занятие граффити мне больше нравится сам результат, а не процесс его создания. Также приятно получать обратную связь от людей, которые говорят, что видели твой рисунок там-то, там-то, или когда присылают фотографии твоих рисунков из других городов на товарных поездах. Или как было в столице, когда мы улетали на всю неделю, присылали разные люди фотографии нашего энд-то-энда.
show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy, but you're still the same. There's something inside you. Кукушка бывает. Кукушка, это за нами. Стоит и строит свои. Да мы тоже позавчера рисовали когда то же самое. Только она с вагонами подъехала, постояла, уехала. Сейчас, конечно, хуй, что без вагонов. Потому что фиг пойми, сколько сейчас ее ждать. Да нет, что нариком делать. И не здесь что делать. А ты на жевалку встал, да, что? Ты сейчас на соседа встал, ты такой, фу. А кто говорит, кто там с кукушкой вышел? Все мы работаем или учимся в разных сферах, но объединяет нас одно. Выходя на улицу и взяв с собой баллончики с краской, мы получаем свободу действий, свободу творчества, реализуя свои идеи. Раньше пацаны на вокале красили. На вокале красили. На привозе на самом? Прямо на старте. Прямо здесь близко. Типа, ну, лишь нет. Я не просто сейчас покажу. Что, гонишь? Золото видишь, какая-то такая. Все. А вон она, вся четко. Бочки и обычные какие-то, ну, с графиком. Мы слышим, рисовали, короче. Тут также примерно в это время, плюс-минус. Мы рисуем, мы уже реально тоже закончили, прикинь, я уже хочу фоткать, а флеш чуть раньше сделал. Он отфоткал, короче. Ага. Я отхожу с GoPro-шки поснимать, как бы, ракурс. Я, короче, вижу просто окна слева, вот оттуда со станции. По нашим путям вот так на нас чешет. Я ему такой флеш, типа, окна. Поворачиваю голову направо, прикинь, а другой окна уже просто в одном вагоне от нас с другой стороны. Они типа зажимают номерок.
А, она сюда едет, вот она, вот она, вот она. Да, ебать. Они тачку оставили, мы смотрим, тачка на дороге. Они тачку оставили, мы такие бежим, думаем, ну сейчас, если третий в тачке, придется что-то делать, как-то их это. Никого не было. Они в итоге оба за вагонами остались, а мы бежали просто. Типа, очень странное поведение от них получилось. Жестко, жестко. Я Руслан. Ты как делаешь? А мы фоткались просто. Нахрена фотки? Да просто мы фотографы. А краска у вас что за краска? Не туда. Граффити-туризм – вот что действительно привлекает меня в рисовании. Рисуя граффити, у тебя всегда больше поводов посетить другую страну, чем у обычного туриста. Тачка. Где? Вот там вот тачка ехала. Нет, там трамвай, не тачка. Лучок. Стой! 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 Давай, подъедем. Блядь. Не давайте? Нет, блядь. Не нервничай.